Всем привет, YouTube канал Польза.нет, и сейчас мы идем топить самый не меняющийся смартфон уже, наверное, 3 года. Samsung S25 а-ля 24-23, но по факту номер у него 25. Смотрим. И мы как только его уже не тестировали, и уже автономность при съемке в 4К 60 FPS, то, что меньше 4 часов тестировали, и в играх то, что он сбрасывает яркость сразу до 300 люксов, я не знаю, как в это играть. И народ правильно отмечал, что с таким битрейтом, с которым он пишет 4К 60 FPS, можно Full HD писать. И качество, в принципе, как они говорят, не меняется у него ни в чем по той причине, это как Samsung говорит, что они сделали идеальный смартфон. И да, он стал тоньше, и да, под водой его использовать не надо. Но если он вдруг у вас утонет, вы знаете, что он будет ничего. Еще магия в том, что у Samsung с 24 линейки еще и ликвидность минимальна у смартфонов. Но про это я тоже вам расскажу. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И в этот раз у меня это однозначно получится, потому что сейчас вы наблюдаете за Samsung S25, который такой же, как Samsung S24. Да, вы можете сказать, что он может в 4К 60 FPS теперь снимать с ультраширика, переключаясь на основу. Да, вы сможете сказать, что он стал на какие-то доли миллиметра тоньше, и на какие-то доли миллиметра тоньше у него рамки относительно того же iPhone 16. С другой стороны, здесь новый Snapdragon 8 Elite. Еще с какой-то стороны кто-то, кто его, наверное, не тестировал, говорит, что в него можно играть. На пользу стрима мы в него 3 часа рубились. Яркость падала ниже 300 люксов. И, в принципе, компакты никогда не игровые устройства. Я бы мог в начале, для того, чтобы продолжили смотреть этот ролик, рассказать про то, что они оптимизировали заряд, и 4000 мАч она отрабатывает волшебно. Но проблема в том, что это не так. То есть он может снимать непрерывно в 4К 60 FPS вроде бы и неплохо, 3 часа 55 минут. Битрейт такой, как у HD, Full HD качества. Когда Samsung вышел и сказал, что мы сделали устройство просто чуть-чуть лучше, чем прошлое, потому что прошлое было идеально, они пытались оправдаться за то, что они не сделали здесь топовый телевик, не улучшили скорость зарядки и еще много чего не сделали. С другой стороны, учитывая стоимость этого устройства, а за тот момент, как я его купил, он падал уже не 3, а 4 раза, рассмотреть его можно. Но стоит ли его приобретать? И вот iPhone 16, я с ним буду его сравнивать. На канале Польза Лайф у меня есть обзор одним кадром. На S23, на S24 и будет, скорее всего, S25. Это когда я непрерывно о каком-то устройстве рассказываю, снимая на его же камеру. Помимо этого, сегодня будут сравнения фото, видео. Помимо этого, исходники фото стандартно можете скачать в моей личной телеге. И, повторяюсь, 3 часа мы его гоняли на Польза стримы. Можете послушать, посмотреть эмоции и посмотреть эмоции тех, кто планирует его купить. И нет, это не значит, что это устройство, являющееся компактом, хуже, чем какой-нибудь Vivo X200 Pro Mini. Потому что я напоминаю, что Vivo X200 Pro Mini, на свою, несмотря волшебность, вообще не смог снимать 4К 60 FPS у меня дольше 27 минут. У кого-то он снимал, кто снимал в темном помещении, то есть у него гистограмма такая, что там битрейт вообще практически нулевой. Но вот именно в тех же условиях, в которых этот аппарат снимал, Vivo снимать не мог. Поэтому, несмотря на то, что какими-то моментами он однозначно лучше из разряда телевика, это не делает его лучше по средней температуре по больнице и по сумме факторов. Что же касается вот этого устройства, я расскажу вам в конце ролика, и в течение ролика вы узнаете все результаты всех тестов. Но по большому счету я вам рассказываю про S24, который просто на 50% дороже. Смотрим. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, подписаться на телеграм-канал скидок, первая ссылка в описании ролика, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, как только X6 Pro закончится, буду разыгрывать X7 Pro. Начнем. Распаковка. Поставляется смартфон в стандартной коробке из плотного картона, на ней есть название, изображение и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки, кабель питания с Type-C на Type-C, документацию и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Блока питания, чехла и всех подобных прелестей в комплекте, разумеется, нет. В этом смысле Samsung не меняется. Габариты устройства 147 на 70 на 7,3 мм без блока камер. Он и правда очень-очень-очень тонкий и очень маленький. А вес смартфона составляет всего 162 грамма. Настоящий компакт. Далее. Поставляется данный девайс в серой, синей, голубой и мятной расцветке, но все зависит от региона. Тыльная часть смартфона выполнена из стекла с матовым покрытием, рамка алюминия.
алюминиевая. Сборка хорошая, качество материалов топовое. Ко всему, смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. В начале ролика вы видели, как я его топил. Легкий люфт у кнопок есть, но он прям совсем минимальный. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, микрофоны, динамики с поддержкой Dolby Atmos и разъем USB Type-C OTG 3.2 Gen 1, за что отдельный плюс. Файлы будут скидываться быстро. Ну и, разумеется, к телеку вы его можете тоже подключать. Что касается звука, то он для компакта довольно качественный и динамики громкие. Для персонализации звучания на борту есть предустановки под разные сценарии использования и кастомный эквалайзер. Вибромотор мощный, настраиваемый, летим дальше. Установлен здесь дисплей Dynamic AMOLED 2X на 6,2 дюйма с разрешением 3340 на 1080 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus 2 версии. Экран прямой, без каких-либо закруглений, рамки минимальные, меньше, чем у iPhone 16, хотя бытует мнение, что это не так. У меня iPhone 16 есть, я измерял. Плотность пикселей 416 ppi, по моим тестам экран выдает 1100 люксов на 100% яркости, в пике 2000 люксов, показатели шима космос, и вы видите их на экране двумя разными приборами. По факту с шимом они ничего хорошего не сделали. Частота обновления экрана от 1 до 120 Гц, мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно, к слову, сенсорный отклик отличный. Даже во время игры я бы не сказал, что он сильно залипал, только в Геншине, и то чуть-чуть. Полноценный Always On Display в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функция распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, но можно завести 4 раза один и тот же отпечаток пальца. Функция распознавания лиц срабатывает хорошо даже под углом. Кстати, кто мечтает о перепрошивке Samsung, при перепрошивке ухудшается безопасность устройства, так что будьте аккуратны, если вы решите шить их. Мне кажется, это очень странно, потому что русский язык там у всех на борту, Google сервисы тоже. Зачем его шить? Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 4,47 ГГц. Графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 128, 256 ГБ и 512 ГБ. У меня версия на 512 ГБ и операционная система One UI версии 7.0 на базе Android 15 версии. Вполне возможно, кстати, фишки этого устройства постепенно перекочуют на устройство S24, и они будут вообще одинаковые. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, Bluetooth версии 5.4, поддержка NFC, eSIM, 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами ниже. Связь смартфон ловит хорошо, и датчик приближения работает без нареканий. Список поддерживаемых аудиокодеков довольно скромный, что уже привычно для смартфонов от Samsung. GPS двухдиапазонный, GPS-тест показывает точность 3 метра, ловит быстро, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4000 мАч, это, конечно, печаль, и вас будут убеждать в том, что автономность космос, но это, мягко скажем, не так. В PC-марке, чтобы вы понимали, при сбросе яркости он выдал всего 7 часов 17 минут, при съемке видео он выдал в 4К 60 FPS и небольшого сброса FPS 3 часа 56 минут, все пруфы у меня в личной телеге, и если говорить про возможности вообще этого девайса по поводу автономности, 28% в Genshin он поедает, где-то 26% поедает в PUBG New State и в PUBG в час. Притом сбрасывает яркость он сразу люто и практически до 300 люксов. Притом лучше всего он, кстати, показал себя в Genshin. Это один из тех немногих смартфонов, которые в даже YouTube по Wi-Fi у меня поедало 6-7% заряда в час. Понятно, что на максимальной яркости, которую он тоже все равно чуть-чуть сбрасывал. Никакой ИИ емкости батареи здесь не помогает. Он помогает только рекламе. Смарт поддерживает проводную зарядку до 25 Вт, и значит, он заряжается у меня примерно час 15 до 100%. То есть это и разряд быстрый, и заряд долгий. Беспроводная зарядка на 15 Вт Qi в версии 2 и реверсивная есть еще. Перейдем к тестам. Тротлинг тест 296 гипсов минимум, максимум 555, в среднем 351 гипс на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбивает в Geekbench, Antutu и всем остальном вы видите на экране. Притом в Antutu он выбил у меня только один раз больше 2 миллионов. И то на стриме, а после этого он 2 миллиона с копейками только выбивал. То есть, в принципе, проц задушен. И особо сильно он не отличается от прошлого по результатам. Единственное, storage тесте у него просто волшебные результаты. Но это ничего удивительного, потому что это компакт. Чтобы вы понимали, допустим, тот же Vivo X200 Pro Mini, про который, может, я в конце и скажу, он, может, и супер, но он смог снимать в 4К 60 FPS только 27 минут у меня с самого начала. То есть этот еще не оптимизирован, а что-то там может снимать, а этот нет. А насчет того, что недолго, для примера, тот же Neo 9 5 часов 15 минут
минут снимает в 4К 60 FPS. Основной сенсор Samsung SSL GN3 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, фокусным расстоянием в 24 мм, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. 4К 120 FPS отсутствует здесь, хотя могли бы завести, и в отличие от S24 можно переключаться с 4К 60 FPS ультраширика на основу и на телевик. Далее мы имеем телефотосенсор Samsung SSL 3K1 на 10 мегапикселей с апертурой 2.4, оптическая стабилизация, трехкратным оптическим зумом и фокусным расстоянием в 67 мм. Сверхширик Sony IMX564 на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов. Тоже ничего супер волшебного. Фокусным расстоянием в 13 мм, а апертурой 2.2. И фронталка S5K3LU на 12 мегапикселей с автофокусом, апертурой 2.2, с максимальным разрешением для съемки видео, 4К 60 FPS, с роллинг-шатром. Но, как сказали в Samsung, они делают идеальные смартфоны. Им ничего нового туда запихивать не надо, нужно просто допиливать их. Допилили. Позор. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Так, ну что, 4К 60 FPS. Вот так выглядит основа. Вот так выглядит два ультраширика. Звонят мне. Вот так выглядит X2. Да, у яблока шумов и. Так, ну что, 4К 60 FPS, два смартфона, ночь, лифт, а какая разница, ночь не ночь, да? И S25 против iPhone 16, ультраширики, давайте основа, X2, X3, и вот так вы сможете себя снимать. И 4К 60 FPS на фронталку. Кто как лучше отрабатывает, да? Смотри-ка. Вот так. Ну, кстати, Sam's по стабу по мне лучше. Но кроп, да? Ну, то есть я на одинаковом расстоянии держу руки. И вот картинка на Samsung и картинка на яблоко. 4К 60 FPS. И вот сейчас быстренько пробежимся, как говорится, по основным моментам и основным локациям. Вот так примерно вы сможете снимать ночью с двух рук в 4К 60 FPS. Основные модули. Да, яблоко шумит вообще конкретно. Ультраширики, но на ультраширике у Samsung все намного хуже. Переходим в X2. Видите, да, эти переходы? Раз, два. Так, ну что, 4К 60 FPS, с двух рук. И это съемка опять нашего прекрасного коня. И получается местные достопримечательности, считаем так. Место для приношения даров. Насколько хорошо один и второй смартфон отрабатывает. Наблюдайте. А здесь можем понаблюдать, как кто-то в кого-то впаяется, кстати, легко. Ночью это часто происходит. Это основной модуль. Включаю ультраширик. И теперь вот ультраширик. В принципе, на маленьких смартфонах никто не требует особо прямо космической съемки. Но по мне съемка даже очень неплохая. Синоним хорошая. Так, это ультраширики. Это еще раз основа. X2. Кому-то может быть важно. Может, кому-то будет важно X3. Так, X3 будет отрабатывать. Да, в этом моменте Samsung, конечно, молодец. И переход на ультраширик. Раз, еще раз на X2, еще раз на ультраширик. Здесь, кстати, Samsung S25 намного плавнее, чем 25 Ультра по мне переключается. Но может быть мне так кажется, потому что X3, допустим. Так, ну давайте как будто агрессивно мы такие ходим, такие, о, еда. И вот мы просто
абсолютно не знаем, как снимать, и смартфоны уже нам в этом помогают. Потому что автофокус и вот это вот все здесь, все уже настроено так, что никакого расколбаса не должно быть. Ультраширики. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они, ультраширики. Вот она, стабилизация ультрашириков. Основа. И много всяких вкуснях. Нутеллочка. Кофе. Дошики. Приправы. Нет, это эти, как их, медицина. О, кошачья еда. Всякие глейды. Ну все. Так, ну что, 4К 60 FPS. Я напоминаю, почему я так сильно не люблю снимать днем. Потому что днем, ну вот если не считая стабилизации, чаще всего все снимает плюс-минус одинаково. Плюс вопрос работы со светом. То есть, если ты не снимаешь против света, ну, вопрос натуральности цветов еще остается. Но 5 секунд, допустим, X2. Что по цветам? По цветам правильный iPhone. Сам показывает. Цвет отличный от того, что я вижу. Но опять же, где-то близко. По поводу переходов, вот X2. Сравните. В принципе, да. А если на X3? А если кружочком? Ну вот так сможете снимать на эти два смартфона. Опять же, малыши редко камерафонами бывают. И еще раз, два основных модуля. Вот если двигаться, так будет работать автофокус. Переход на основу, точнее с ультраширика на основу и обратно. Кому кажется плавность лучше у Samsung, напишите, или у Яблока, как вариант. Так, 4К 60 FPS, два основных модуля. Яблоко, как всегда, по-днищенски пишет звук, потому что у него настраивать надо. Я, в общем, автоматически никогда не настраиваю. Вы когда на основу пишете, он пишет не то, что я говорю здесь с стороны смартфона, он пишет внешний звук, то есть со стороны того, что он видит. И по цветам сам срисует вообще другие облака, по цветам вообще шлак у Samsung. Яблоко, я не скажу, прям идеально передает, но сам срисует вам мультик. Кому-то эти мультики нравятся, то же самое касается морюшка. Ну, опять же, вот решили они все уже с цветами забить. Когда-то я раньше говорил, вот китайцы рисуют, нет, сам теперь тоже решил капитально рисовать. Может чуть-чуть меньше, это X2. Это X3. X3. Кстати, максимальный зум, ну-ка. X10, X6. Ну-ка, давайте X6 и X6. Ну да, в свете уходящего солнца. Да, не, местами, кстати, вообще непонятно, кто выигрывает. Вот кто выигрывает, по вашему мнению? Очень сложно. По цветам, да, понятно, яблоко. А вот по остальному вопрос. 4К 60 FPS. Я, кстати, понял, что в S25 Ultra я не особо акцентировал внимание на Rolling Shutter. Ну и ладно. Вот сейчас iPhone 16 против Samsung 25. Съемка с двух рук. Иду плавно, ни на что не отвлекаясь. Как ни на что, я смотрю, чтобы не растянуться, короче. И вот так вы сможете снимать в лучах уходящего солнца на основные модули свою попытку сломать ноги. Которая, надеюсь, будет и для вас тоже неудачной, если вы вдруг будете что-то снимать. Если вы будете что-то снимать, кстати, желательно смотрите себе под ноги, а не в экран. Потому что то, что с экрана вы потом отредактируете, а ногу потом нормально не получится отредактировать. Все будет болезненно и будет вам напоминать об эпичном фейле. Кадров можно много раз сделать, много разных, если это не какой-то супер-мега экшен. Да даже если экшен, повторить экшен проще, когда кто-то повторяет его, а не вы. И по цветам здесь
Даже не знаю кто. Никто. Никто, наверное. По зелени яблоко, а вот по цветочкам никто, верно, не снял. И вот так. Вот так, кстати, песок правильно у яблока. На основные модули, на ультраширик то же самое. Может быть чуть-чуть. Не чуть-чуть. Сам все равно, что с песком, что с этим, что с небом рисует нам идеальную картинку. Опять же, его право. И фронталка 4К 60 FPS. Вот что я говорил про динамический диапазон. Вот смотрите, вот здесь, кстати, Sam's выигрывает. То есть Sam's реально в видео, получается, может лучше показать картинку, чем iPhone. А в S25 Ultra и 16 Pro Max наоборот было. Вы можете посмотреть обзор. Такая магия. Но опять же, это 16, не 16 Pro, а 16. И... Ну, я не знаю, но это эконом-класс, короче. Это даже дешевле, чем S25 технически, кстати. Так что, наверное, не особо честное сравнение. У меня есть 16 Pro. Почему я не стал 16 Pro снимать? Там же и телевик есть. Ну ладно. Не стал и не стал. Увидите сравнение дешевого айфона дешманского 16 60 герцами с топовым последним Samsung. 4К 60 FPS, съемка с одной руки, основной модуль. Вот так примерно вы сможете снимать в поездке. Как и всегда, как на все смартфоны мы тестируем. Насколько эффектно и эффективно вам решать. Как другие смартфоны в этих же условиях снимают, вы видели. С яблоком, если сравнивать, ну я не знаю, с 16 яблоком, наверное, не знаю, кто выиграет даже. Сейчас ультраширик, на который лучше, как вы видите, не снимать, да? И опять основа, на которую можно снимать. Насколько хорошо решать вам, так, разумеется, лучше не делать. Можно переключаться на фронталку, миллиардный раз повторяю. И вот так вы сможете снимать без сравнений на основные сенсоры. Насколько эффектно и эффективно решать вам. Ультраширик. Переход на X3. X3. Так, ну и что, классически смотрим, как все это дело заваривает кофе. Мы практически со всеми смартами так делаем. X3. X2. X3. X2. Вот так в 4К 60 FPS можно будет снимать ночью. Есть ощущение, что камера отстает, то есть я веду, и она подтормаживает. X3. Ага. Все ясно. И ультраширик. Так, проверяем роллинг шаттер. В отличие от... Ага, тоже есть. Жесть. 4К 60 FPS, основной модуль, ультраширик. Основу. Вот сейчас хочется рассказать про роллинг шаттер. Роллинг шаттер. Сам все в порядке, 900 баксов, да? Все окей. И хочется новый слоган придумать, я надеюсь, что я его использую в ролике на S24, на S25 Ultra. Сделали дешевле, стань дешевле, люди к тебе потянутся. Sam's. Ну, реально. Ну, чего? Это фронталка, 4К 60 FPS. Ну что, 4К 60 FPS, вот с момента, как я сел в лифт на 30 этаже, я включил смартфон и включил съемку на него. И Sam's молодец, как вы видите. То есть он загрузился за 15 этажей, и я еще и смог на него снимать. Видите, не только не фронталка, ну фронталка это негатив, а позитив то, что ты можешь на нее переключаться.
И сейчас как раз свежак, я об этом вам, разумеется, расскажу во время ролика, в конце ролика, как мне скажут, ты 50 раз за ролик одно и то же повторяешь. Ну да, потому что примеры съемки вообще мало людей смотрят, 1 из 10 в лучшем случае. Так что если вы смотрите, то вы 1 из 10. И вполне возможно я что-то повторяю, помимо там роллинг-шатра 550 раз. Я еще повторяю то, что на канале для стримов мы 3 часа его гоняли, этот смартфон, и ну, с автономностью не все волшебно, с игровыми возможностями, в принципе, на компактах ты не особо разыграешься. Но если вы готовы при минимальной яркости играть, в принципе, 1,5 часа может и вывести он. Потом, конечно, вам будет тяжело, потому что будет слишком тускло. Вот так сможете себя ночью снять. Говорю, вот этот вот супер лайфхак, ультраширик, основа, то, что вы можете себя снимать. В стоковой камере переключаю камеру, редкость. Еще немного съемки еды ночной. Отключена X3. Ну, телевик не поменялся. И X2, ультраширик. Получается переход, видите, ультраширика на основу на телевик есть 4К 60 FPS, типа Pro. Но я думаю, что это завезут в VS24. Если не завезут, это, конечно, очень странно. Просто чтобы VS25 купили, вся разница чисто программная, такое себе. И все. Вы можете посмотреть примеры в моей личной телеге на S23, на S24, это плюс-минус то же самое. И что вы увидите? Разумеется, вы увидите ИИ, который у меня отключен. То есть вот он, основной модуль S25, и что он делает? Вот что он делает. То есть он просто меня рисует. Да, у яблока все плохо, шумы, еще что-то, но это хотя бы не мольберт. Вот это вот чистой воды мольберт. То есть ты взял, что-то непонятное нарисовал, что-то там открутил, подкрутил. Здесь хотя бы чуть-чуть что-то можно сделать. Если говорить про эквивалент 52 мм против эквивалента, получается, 46 мм, то есть это у нас... Ну, SAMS тоже не волшебно работает со светом. Скачайте исходники и попробуйте найти 50 отличий между тем, как фотографирует он и, допустим, Vivo. Специально его с чем-то серьезным не сравнивал, а с айфоном, который, как все считают, позорно фотографирует, ну вот даже на его фоне он не выглядит супер волшебным. Ну и здесь эквивалент 69 и эквивалент 82 мм. Насколько лучше Samsung справляется, решать вам, но по цветам он где-то там. То есть где-то у себя вею повиваю, но ему хорошо, зато фотки все делают плюс-минус одинаково, дороже $200, если у вас прямые руки. Если у вас не прямые руки, то вам ничего не поможет. Вот пока так. Исходники качаем, сравниваем сами. Ну и вместо того, чтобы навязывать вам свое мнение, я хочу сказать такие вещи тривиальные, что это Samsung не камерафон не потому, что он плохо фотографирует, видите, какая отличная фотография, а по той причине, что он не движется никуда вперед. То есть, если китайцы пытаются сделать ультраширики лучше, телевики лучше, еще что-то, что сделал SAMS? Просто переключение в 4К 60 FPS, которое вполне возможно в S24 появится. Да, в целом алгоритмами он может быть где-то что-то как-то подтянуть, но по большому счету это то же самое ждет и старые модели, и фотографировал он и до этого прилично. Сейчас фотографирует также и на основные модули, и видео пишет плюс-минус так же. Да, можно притягивать за уши и рассказывать, что вот он там, шумов у него чуть-чуть меньше стало, или цвета более натуральные. Но, во-первых, это не так, то есть цвета более натуральные у него не стали, а шумов у него меньше не стало. Фронталка, опять же, при недостаточном освещении никакие какие-то космические вещи не показывает. А еще из того, что я понял и на примерах показал вам, сжатие, алгоритмы сжатия в социальных сетях у Samsung стали, по-моему, даже хуже. То есть, когда вы посылаете вот это подобное миниатюрами,
то вполне возможно, что фотография будет хуже, чем с какого-то китайца. В целом, идеальный вариант, если вы хотите фотки нормальные посылать в социальных сетях, то скидывайте на десктоп на свой компьютер и оттуда скидывайте уже миниатюры. Но эти 100 килобайт, что со старого какого-нибудь смартфона, что с нового, будут выглядеть примерно одинаково, если вы будете это с десктопа скидывать, либо с iOS-системы. Samsung уже почему-то выгружают не лучшим образом. Опять же, по моему мнению и по мнению людей, которые сравнивали S25 Ultra с айфоном, когда я скидывал прямо с S25 Ultra. Заходите в мою личную телегу, слушайте тираду, я там на пальцах объяснял, что, как и почему. Смарт отличный, суперский, просто почему-то стоит на 50% дороже, чем его копия S24. Минусы: скромный список аудиокодеков, роллинг шаттер, скромная емкость аккумулятора, скромный комплект поставки, медленная зарядка, минимальные улучшения по сравнению с прошлой линейкой, нет встроенных магнитов для беспроводной зарядки и еще много всяких минусов, о которых лучше молчать. Плюс невысокая ликвидность. Почему? Потому что специфический компакт. И 4000 мАч батарея — это прям вообще ни в какие ворота не лезет. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Не верьте этим мантрам по поводу того, что стоит все одинаково, потому что смотрите на размер оперативы и внутренней памяти. Очень часто люди могут вводить вас в заблуждение, сравнивая аппараты, допустим, на 128 гигабайт, у этого есть, у S25, и какой-нибудь аппарат на 512 гигабайт у другого бренда. И нет, это вообще разная стоимость. Любая ваша подписка помогает каналу. Огромное спасибо заранее. Если вы собираетесь его покупать, у вас очень много обзоров, которые вы можете посмотреть, в которых вам расскажут, допустим, что у него хорошая автономность. Автономность у него шлак. 4000 мАч прямым текстом — это ни о чем. И да, я могу сказать, что вы 3,5 часа сможете играть в игры, так ничего не поменялось. Или могу сказать, что вы сможете снимать почти 4 часа с убогим битрейтом, 4К 60 FPS, но тоже ничего не поменялось. Чтобы вы понимали, какой-нибудь Neo 9 мог снимать за 5 часов далеко, а он стоит в 2 раза дешевле. Если говорить про это устройство, магия в том, что он тупо в 2 раза дороже, чем S24. Ну, какие у него плюсы? Он тоньше. По поводу каких-нибудь фишек из разряда шима, как был он космос, так и остался. По поводу стоимости еще одна магия. Когда вам говорят, его реально купить в минималке. В минималке, на секунду, на 128 гигабайт, это дичь. Никто не будет покупать там за 75 и сравнивать с какими-то устройствами там от любого другого бренда, Vivo или еще кто-то, они забывают упомянуть, что здесь стоимость для 128 гигабайт. А если ты сравниваешь устройство на 512 гигабайт и на 512 гигабайт, вы же смотрите меня некоторые много лет, я бы хотел отметить, что S24 максимально неликвидное устройство. И это важно. Почему? Потому что если вы откроете несколько сайтов, которые продают S24, вы увидите, как дропнулся ценник. И да, он есть на Snapdragon. И да, это тоже на Snapdragon. Ура, теперь нам не нужно мучиться с Exynos, с выбором. Но когда разница в стоимости 50%, возникает вопрос, за что? То есть здесь у нас в сухом остатке супер долгая зарядка, супер быстрая разрядка, супер высокий шим, супер низкий битрейт при съемке, супер слабые возможности, как и должно быть, в принципе, игровые. Из специальных штук, которые могут его продать, это только, наверное, ИИИ, которые есть, в принципе, во всех устройствах, и программы подобные вы можете скачать для чего угодно. То есть мораль проста. Когда я его приобретал, я, по-моему, рассказывал, что 512 гектар мне вышло в 74 тысячи рублей. Вот сейчас, если я буду делать tax-free, сегодня на него 4-й раз уже упала цена в Азии, и он выходит, по-моему, 68 тысяч на 512 гигабайт. Это чтобы вы просто ориентировались по поводу цен у серовозов и всего остального. Какая там маржа, я понятия не имею. Я просто вам рассказываю, как бы его стоило покупать. Вот 68 тысяч за 512 гигабайт, я понимаю людей, которые его купят. У меня у самого был S21, я его заряжал 3 раза в день. Этот нужно будет заряжать за двое суток 2 раза в день. Кому-то там 1 раз в 1,5 дня. Но я сильно сомневаюсь, если он у вас будет основным. Если это будет второй телефон, как у меня был раньше, на день его в принципе должно хватать. Кстати, не забывайте лайфхак по поводу автономности. PC-Mark я говорил 7 часов. Если вы видите у блогеров там 50 часов экрана, миллиард часов экрана, обратите внимание, какими программами они пользовались. Там точно нет никакого навигатора, там нет никаких игрушек, там максимум будут какие-то мессенджеры, которые ничего не едят и которые можно в 1 Гц использовать. Обращайте внимание на не рекламу, как говорится в обзорах, вот когда вам рассказывают что-то. Реально мои тесты
далеки, наверное, от человеческого использования на 100%, то есть вряд ли вы будете непрерывно снимать 3 часа 50 минут, тем более с этим убогим битрейтом он вам не нужен. Либо играть в это устройство, потому что на маленьких смартфонах играть сложно, но и автономность здесь для игр просто шлак. Хотя тач, повторяюсь, не залипает. Так что мой посыл вот в этом ролике: если у вас есть S22, 23, 24, вы ничего не выиграете, перейдя на это устройство. Единственное, там у вас будет Snap. Но Snap, который также быстро разряжается, также долго заряжается, повторяюсь, с таким же шумным экраном, но с меньшими рамками, более тонкий и легкий. Здесь никаких фишек нет, никаких дополнительных кнопок, ни триггеров, ни быстрой зарядки, ни обходной какой-нибудь там зарядки, ни каких-нибудь суперкамер. То есть телевики они продают, мы знаем, всем уже все рассказали, всем китайцам продают супертелевики, себе они не ставят. И с позиции Samsung мы делаем идеальный смартфон. В моей личной телеге я скидывал как раз в топы продаж. Вот это устройство в топ-20 смартфонов в Азии в 3 странах минимум не входит. То есть там идет S25 Ultra, первая строчка, вторая S25 Plus. Вот этот, не буду говорить, за 20-й строчкой. А выше даже Honor, который не особо кому-то нужен, какие-то из его моделей. То есть, чтобы вы ориентировались примерно, как к этому относятся в Азии. И нет, не в Китае. Китай, может быть, кто-то и Samsung не любит. Насколько это ликвидная вещь, вы можете посмотреть на своих маркетплейсах, сколько сейчас стоит S24. Я очумел S24 продавать с 40% скидкой. Как многие скажут, рассуждают как перекуп. Друзья, я продаю дешевле, чем я покупаю. Как я могу быть перекупом? Нет, мое отношение, разумеется, каким-то образом и базируется на том, что я это дело купил. То есть мне его ни производитель, ни магазин никто не прислали. Я примерно прикидываю, за какие бы деньги я его приобрел. Приобретал бы я его за 80 штук на 128 гигабайт или за 70 штук? Конечно, нет. Вот однозначно, потому что с S24 я уже нагрелся. Когда я его купил за космос деньги, Элик продал, по-моему, за 43 тысячи, притом на снэпе на 256 гигабайт. Это моя история. Ваша история может быть абсолютно другой. Но вот это устройство в техническом смысле очень сильно отстает от китайских собратьев. Притом практически по всем параметрам, кроме, опять же, программного обеспечения, которое меня радует, хотя оно не такое простое, не так кастомизируется, но вы можете миллиард просто программ от самого Samsung установить сюда и для игр, и для там большего количества иконок, еще для чего-то. Что вы не сделаете с этим устройством, оно не станет более автономное, оно не станет быстрее заряжаться, оно не станет более вредное для глаз. Как большинство, знаете, как любят говорить: у меня раньше шим влиял, а вот сейчас не влияет. И что это разогнанный антимаркетинг. Напишите, если на вас влияет шим, потому что тех, кто не влияет, я тоже могу сказать, он на меня не влияет, я пользуюсь смартфоном без шима. Так что девайсу от меня однозначно бесконечное да. Вопрос ценника: это дело должно стоить 70-ник на 512 гектар. Вот тогда норм. Во всех остальных случаях я считаю, что ценник перебор. Ждите, чтобы цена выровнялась по всему миру. И все, какие регионы лучше и все остальное, это вот к блогерам, которые занимаются только Samsung. Главное, не верьте рекламе, потом взвесьте для себя за и против и приобретите какое-то устройство выгодно. Потому что все, что вы делаете сейчас, покупая суперновое устройство супердорого, вы просто окупаете чью-то рекламу. И все. Потому что это дело, повторяюсь, падало уже 4 раза. Скорее всего, еще больше раз упадет. Samsung люблю, вполне возможно, оставлю для сравнений. Девайсу, повторяюсь, несмотря на все мои изливания, однозначно да. И миссия моего вот этого ролика просто рассказать, что здесь не совсем соответствует действительности, здесь не соответствует здесь, и в итоге у вас S24 просто на 50% дороже. Они вот такого я не ожидал. Вот это прям вау. Если в ультре они хотя бы там форму поменяли, там еще что-то, здесь просто все. И так купят. Главное правильно презентации провести, и потом вот это вот все красивое. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.